меня уже 6 И- лет подписчики ждут, когда я футболку сниму на видео. Ничего. Студентов куча этих. И я смотрю, и они все такие сладенькие, вкусненькие. Прям либидо из-под плинтуса так одним глазом выглядывает. Он красивый, она тоже хорошая, молодая, все как надо. И он говорит, если ты хочешь поиграть со мной, сначала ты должен трахнуть мою девушку. Олег, другие. А второе, это то, что мы с Томасом начали думать о том, чтобы попробовать разнообразить нашу жизнь. Вы в прошлом Вот он выпуске- что гей часто делает! Так, вопрос про ботокс. Да, я делал это 2 раза. Последний раз я делал это год назад почти. И, в общем, я сделал только 2 процедуры. Вот, а я говорил конкуренция. Я же говорил. Так, ну что, всем привет, ребят, у нас Новый год. И что хорошего, так сказать, в гей-жизни произошло в 2024 году? У вас лично или вообще в мире? Может, что-то там? Ну вот у Лёши бойфренд появился в добавление к мужу. Вот. Ну, видишь, Я у очень Лёши рад. бойфренд, а у меня либидо потерял. Давай найдем его. Лёша Стас. забрал Я его. умоляю. Давай искать, я не знаю. Ищем либидо Стаса Троцкого. Где-то Да. ушло, Давай, где-то давай. пришло, как говорится. Как Шура Стоун. Кадилом. Все боги, педагоги, блядь, дайте Стасу секса. Я Много. уже выпустил видео, где я написал письмо Геюшке Морозу. Если кто не Да-да-да. А, очень прикольное, кстати, да. Очень прикольно. Ну, если из мировых новостей, наверное, те, которые пришли вот совсем недавно и которые относятся к этому году и к следующему, это то, что вакцина от ВИЧ прошла последнее испытание и показала 99% эффективности. Скорее всего, в следующем году ее уже одобрят. Блин, я что-то слышал, но я 2 не знал. укола в год или что-то такое, да? Да, 2 укола в немножко- год, и как бы в ходе теста показали очень хорошие результаты. Правда, не ясно, пока это будет только как превентивная мера, или же это можно будет Ну, использовать я как так один понял, из что это видов работает лечения. как преп. Это как Это как преп. преп. Да, это преп. Ну, сейчас есть преп, который раз в 2 месяца, Два- да, по-моему, 2 можно месяца, да. делать Да, укол. да. А это Это раз в у 6 вас месяцев. есть, Это да, нас 2 не раза в год. Там Что? просто чуть-чуть исковеркали эту повестку, что типа как будто это как Как будто вакцина. лекарство. Да, как будто лекарство, но на самом деле нет. Это просто преп такой, ну типа, который... Ну, 2 укола. вакцина, как бы до. Ну, с как- коротким сроком а, действия, Как получается вакцина так. от гриппа, Вакцина от... это Да, мы лечит. же делаем от гриппа раз в Короны. год, а от Ну. ВИЧ раз в полгода. Но я, Вот, кстати, ну, говорил со своим лечение доктором лекарства на эту как такового тему. пока не нашли еще. Со своим доктором на эту тему, он сказал, что это так, ну, как бы, результаты не очень хорошие. Он мне сказал о том, что вот как раз-таки готовится вот эта тема на полгода. Вот, то есть конкретно он рекомендовал все-таки ежедневное принятие таблетки. То есть это более стабильное, чем просто укол. Ну, нужно Результаты, время просто, я говорит, думаю, да. чтобы изучить. Да, но, судя по всему, что движение сейчас, идет. да. Пока что сейчас. Как говорится, бабка надвое делила. Слушайте, но никто пока и уколы тоже на себе не пробовал. Я правильно понимаю? Даже те, которые раз в 2 месяца. Ну, то есть пока все на таблетках просто, На на таблетке, да. ежедневных. Мгм. Ну, пока эта бюрократия вся за это возьмется, это одобрят, начнут Смотря в массово какой вы применять. стране. Надо бежать с Слушай, этой Польши. Нет, так, Вся а на самом Европа деле у вас уже такая. появилось, да, на 2 месяца? Уже можно получать такие? В США, да. В Европе не знаю. Аргентина отстает, В конечно. Великобритании появилась. Там в этом плане, конечно, у NHS британское передовое в этом плане, и они внедряют новые препараты моментально, как только они появляются, и не экономят на этом деньги. На Дин-стрит приходишь, тебе все там делают по высшему разряду. Да, клиника, которая внешне выглядит как какой-то стрепушник дешевый, там, с этими озорными там- узорчиками там всякими. У них есть еще 2, которые основной, и есть еще второй чуть-чуть в подвале. Вот так мне там делали вакцину от
обезьяньи оспы, по-моему, что-то такое. Там вообще реально как дискотека. Все в зеркалах, какие-то обои, все в шарик. Еще не хватает только этого тотального шара. Дискобола. Да. Слушайте, а Эстония что-то недавно, какие-то однополые браки или что она там приняла? И Первое... Эстония, и Латвия. Литва осталась последней из стран, в которых еще не принят закон о партнерстве. В Латвии президент открытый гей. Эстония, да, она самая передовая в этом плане, потому что Эстония – это скорее Скандинавия, чем Европа. В Латвии с большим скрипом все это прошло. Литва на очереди, но беда в том, что этот закон продвигала вот прошлая каденция, в которой была очень либеральная партия, еще один открытый гей-член парламента, но их не переизбрали. И вот она буквально вот сейчас. И поэтому этот процесс застопорится опять на какое-то неограниченное время. Поэтому в Литве нам такого еще, наверное, ждать не скоро. А Литва, наверное, одна из немногих стран в Европе, где этого еще нет. Опять-таки, влияние очень сильное католической церкви, потому что Литва, Польша – это достаточно похожие по менталитету и по обычаям страны. Ну, в Латвии, да, со скрипом, но тем не менее, как-то они все это протолкнули наконец-то. Ну, в Польше, я так понимаю, тоже, да, пока еще не разрешено. О, ты что, нет, Польша, Там наверное, есть останется как как союз, навсегда. то есть там можно просто как... Это не партнерство считается, а еще чуть-чуть хуже, но как бы это Там будет буквально на днях прописываться. что-то вот они подписали, буквально вот там пару дней Но в Польше назад. сейчас же сменилось, парламент сменился, выборы в следующем году президента, и этот Дуда, который сейчас не может идти, уже хотят разграничить церковь от государства, и может быть все пойдет в другое русло. Но мне, если честно, пофиг, потому что я перееду и до свидос. Я вот Напомни стал- еще раз, куда ты Куда будешь ты приезжать? едешь? Я в Норвегию хочу. Боже, еще Скандинавия. холоднее. Да, да. Прикольно. Зато Новый год каждый день можно отмечать. Вот, кстати, да, Стас говорил, что нельзя Новый год каждый, типа сауны можно каждый день, а Новый год нет. Приезжай в гости к Марку в Норвегию, и все. Хоть когда. Вот как Елочка только и снежок. получу статус беженца, сразу начну везде ездить. Везде ездить, отлично. Первым да. делом хочу сесть в поезд и поехать в Париж, который 2 часа всего едет. Да, и, кстати, по поводу статуса беженцев, еще, наверное, хорошая новость, то, что большое количество моих друзей и знакомых им удалось все-таки бежать из России и получить статус беженца в Испании и в других странах именно вот на тему ЛГБТ. То есть не как просто простые беженцы, а как преследуемая в своей стране группа. Я шел как-то раз по улице, через неделю, как я прилетел, и встретил на улице своего подписчика, который занимается фондом помощи беженцам ЛГБТ из СНГ. Я думаю, блядь, как вот это просто чудо какое-то чудесное было встретить вот такого человека на улице. И мы сейчас как бы общаемся, и он говорит, что сейчас прослеживается хорошая тенденция. Поменялось правительство, которое пробеженское какое-то, и сейчас сильно быстрее эти все процессы начали проходить. Ну, Ну, посмотрим. и правильно, потому что, типа, в России жесть какая-то происходит. В Беларуси, кстати, тоже началось. Но я знаю, что случаи из Финляндии каких-то беженцев по ЛГБТ-тематике, им, типа, сказали, что в Беларуси безопасно ЛГБТ людям, и просто, ну, типа, депортировали, условно. Ну, какая-то жесть. Ну вот давайте сразу, так сказать, ворвемся в 2025 год. Какие есть пожелания вообще глобальные? Ну типа, чего вот нам еще геям не хватает, да, там конкретно в той стране, где вы или вообще, вот. Или, может быть, ваши личные какие-то планы и пожелания на этот год? Ну, лично мне, я считаю, пусть я хоть и не планирую возвращаться в Россию, но очень хочется, чтобы наконец-то закончились эти репрессии. И просто, я уж не говорю про гей-браки, просто пусть отъебутся от всех. Личная цель– это Кстати, да. кнопка на YouTube, очень хочется. Я вот поставил себе такую цель. Друзья, подписывайтесь на канал Стаса. 100 тысяч подписчиков, кнопочку на YouTube ему уже выпилили, ждут, когда отправлять, да. И на гей-чат тоже подписывайтесь, да. Ну, что еще? Ну, Лондон становится с каждым годом все более унылым местом для геев, поэтому я хочу, чтобы в следующем году это, если хотя бы не вернулось как-то, начало возвращаться назад, чтобы хотя, по крайней мере, остановилось на том моменте, на котором сейчас, потому что если таким образом пойдет дальше, не останется там никакого фана. Ну, ты никаких же можешь людей еще будет, куда-то ездить, да?
У тебя же Да, конечно. альтернатива. Мгм. Конечно, я и очень часто езжу, потому что Лондон это потрясающе удобный город для того, чтобы из него путешествовать, потому что это отличный хаб, и туда можно в Так же, любую как... точку Европы можно добраться за копейки абсолютно и очень быстро. Поэтому, естественно, я очень часто выезжаю по Европе, но тем не менее, это один из факторов, по которым я, наверное, буду думать через какое-то время завязывать с Лондона, потому что, как говорится, не тот, он уже не тот, КВН уже не тот. Ну Я вот, вот кстати, у Нью-Йорка согласна, такой же статус. Мгм. я согласна этой теме. Я вот был когда в Берлине в прошлом году, первый раз вообще в жизни. Я все мечтал туда попасть. И я, конечно, там по полной программе. Видимо, там либидо где-то затерялась, осталась. Но не суть. И я подумал, думаю, господи, точно мне нельзя жить в этом городе, потому что я только и буду заниматься, что ходить по вот этим всем клубам, вечеринкам и прочим. Я сотрусь. Вот. И Вот теперь. приехал в Лондон, и я чувствую, что здесь другой вайб. Я понимаю, что тут все же есть вот эти все места, куда можно сходить, но вот на улице не воняет вот этим сексом, и он тебя не соблазняет, знаешь, вот этот как в супермаркете отдел с булочками вот тебя вот манит этот запах. Здесь такого нет. И я думаю, слава богу, можно хотя бы жить еще нормальной жизнью заниматься. И по мне так, типа, реально, я смотрел билеты, там, хоть куда в Европу, 25-30 фунтов, типа, ну, фигня. Можно слетать, отдохнуть, вернуться и как бы в рабочий ритм вернуться. Вот теперь ты понимаешь, почему я сижу на Тенерифе и могу вот выезжать периодически, чтобы все получить и вернуться назад в тихое место. А в Лондоне, да, в Лондоне будет еще хуже. Если эти булочки сейчас еще можно найти, то потом их станут прятать на ключ в секцию куда-нибудь, а совсем Ну, а как глубоко. город для жизни тебе, как, если убрать Как фан? город для жизни, это зависит от того, Лондон очень разный. Это зависит от того, в каком районе ты живешь. Буквально твой образ жизни, твое качество жизни от этого очень сильно зависит. Это можешь просто переселиться буквально на 2-3 километра в хороший район, у тебя будет все совершенно по-другому. У тебя будет другое, это чувствуется. И даже на твоем психологическом, психическом состоянии это очень сильно сказывается. Ну, мне повезло. Лондон очень удобный город для жизни, конечно. Я жил в самом центре, но он меняется. Он меняется особенно после пандемии, которая оставила на нем очень-очень тяжелый след. Он меняется в худшую сторону. С одной стороны, там еще происходит еще гораздо больше расслоения. То есть те люди, которые не могли себе что-то позволить, они могут позволить еще меньше. Те, которые могли себе много позволить, могут позволить еще больше. И за это очень сильно чувствуется, это прямо висит в воздухе. И ну, там нужно пожить, по крайней мере, год, чтобы понять, это твой город или нет. Потому что ты будешь открывать его с разных сторон каждый раз. Ну, про расслоение, вот в Москве сейчас вот ровно та же самая история происходит. Ну, расслоение чудовищное. Я каждый раз, когда я возвращаюсь, я не узнаю. Мне просто нужно 2 дня, чтобы привыкнуть к этой атмосфере. Я настолько от нее отвыкаю очень быстро, буквально там за неделю. Он стал очень неряшливый, неопрятный, чем-то грязный, чего Ощущение, что ты раньше не Нью-Йорк было. описываешь. Ты знаешь, мне кажется, что эта пандемия сказалась так на всех больших городах, потому что когда глаз не замылен, ты приезжаешь, тебя просто вот, те вещи, которых ты никогда раньше не видел, тебя просто бросают там, в дрожь. То есть я знаю, да, большой город есть большой город, но чтобы не пройти 10 метров и не увидеть там бомжа, сумасшедшего или лежащего в своей блевотине кого-то, такого не было никогда. Это, это плохо, это чувствуется. Раньше Это, было лучше. это Как отталкивает. Нет, классики ты знаешь, говорили. А вот наше нет, время... нет. А вот Я думаю, я уверен, что пандемия оставила такой след, потому что все очень сильно расслабились и поняли, что можно просто на все забить и все. Потому что мало ли новая пандемия у нас там завтра и опять все по новой. И они просто перестали относиться к этому так с ответственностью и просто запустили себя. Так интересно, что вот я там, ну вот за несколько месяцев сколько жил, ничего подобного не видел. Может быть, это вот, как ты говоришь, реально от района еще зависит. Ну окей. Ну и плюс еще эйфория от того, что ты недавно приехал. Это Да, тоже первый год ты этого не замечаешь. Но мне показалось, там очень чисто, мусора я не видел, все такое какое-то, не знаю. но ты же не видел, что было до этого, понимаешь? Вот в Это чем. факт. И может быть, Да. знаешь, я слышал некоторые мнения там, от тех, кто здесь давно живет, что типа раньше было лучше. Но у меня немножко другие обстоятельства. Я здесь ни разу не был до этого. И слава богу, что мне не с чем сравнить. И я как бы, видимо, в восторге от того, что я здесь вижу Что после есть. Москвы, например. у тебя эйфория. Я прекрасно помню, что у меня была такая же.
И я тоже этого не замечал, пока не случилась вот эта пандемия, когда я выхожу в абсолютно пустой город, и я его не узнаю, и на меня давит. Я тут, вы пока говорили, я так список себе накинул, что бы я хотел. Вообще, конечно, я не знаю, поверите вы мне или нет, в Нью-Йорке нет гей-сауны. Вот. Это вот первое, да. Очень многие... Открывай. Вот тебе бизнес. Да, это понятно, это не все говорят, и это мы обсуждаем иногда с геями там при общении, но, видимо, не все так просто, никто не знает, нет точного ответа, там что-то с лицензией или с какими-то законами, потому что открываются бары, то есть деньги есть у людей, но открывают все как бы не то, ну, явно вот нет какого-то специального разрешения. Поэтому, конечно, я уж не знаю, конечно, при Трампе или не при Трампе должно произойти, но реально в самом каком-то захолустном штате Америки есть такие вот места, где можно спокойно отдохнуть душой и телом. В Нью-Йорке нет. Все как-то вот очень быстро, темно, с громкой музыкой, и, в общем, даже не расслабиться. Вот, да. Ну, а так из личных, наверное, ну как, хотелось бы посетить, не знаю, минимум 2-3 новых страны, в которых еще не был. Хочется уже как-то до Азии добраться, потому что там тоже не был никогда. Вот, так сказать, развить YouTube-канал, чтобы можно было путешествовать. Всем вам, уважаемые зрители, показывать и рассказывать, что там происходит. Пусть даже в рамках гей-чата, почему нет? Где был, что видел, что происходит, потому что прям хочется на себе это все испробовать. На самом деле, вот Стас говорил на одном на предыдущем эфире, что вот он там в Google что-то вбивает, а ничего не выходит на самом деле, уж тем более на русском языке, ну там типа про Лондон, да, там про геев, там про иммиграцию или что-то. И очень, да, как бы есть такая лимитированная информация, поэтому спецкор гей-чата полетел там в Бангкок на месяц и, так сказать, вещает оттуда. Вот что-то такое. Прикольно. Кстати, неплохая идея, если будешь ездить по нашим всяким местам, где мы живем. Можно устраивать рум-тур, как мы живем. По каким, минуточку, по каким местам? Но имеется в виду, допустим, ну вот ты приедешь в Гейдеры? приедешь в Буэнос-Айрес, сходишь Да. к Леше, Леша там тебе покажет, вот мы теперь тут живем, вот мы тут Я тебе гуляем. Ну, как бы, покажу. типа, такой, как бы, это новая, как бы, Рум-тур ты имеешь в рубрика. виду по городу или по Не, комнате? новая По рубрика квартиру. По с квартире. участниками гей-чата. Потом идете А, вместе в сауну, показываете друг друга, даешь ссылку на OnlyFans. И все развиваются, все зарабатывают, алло. Нет, я-то за то, что но с Димой мы когда? Смотри, Дима, мы с тобой, кстати, ни разу не... нет, встречались. Мы встречались, конечно, несколько раз. Но вот я тебе про это говорю, как бы неплохая идея, в принципе, Ездить как по бы городам. познакомить зрителей с как бы рум-тур или просто, Face-to-face. Да. просто день с участником гей-чата. Гей-чат. Да, да, да. Ну, слушай, вот сегодня Дима у нас со Тенерифе. Я вообще хер пойми, где это находится, понимаешь? Мне надо разобраться. С Аргентиной, по крайней мере, знаю. Польша, ну, Польшу вот Маргарет не надо, так что, ну да. Не, ну, в Варшаву можешь приезжать, тут столько украинцев, русских, белорусов, места есть, типа на месяц тебе будет куда сгонять. Да он по Я латинам. говорю про постоянную жизнь такой себе. Да, я понял, да, мне постоянно не обязательно, окей. Супер. Ну и что, есть еще какие-то пожелания? Что бы вам хотелось в следующем году? Мне хочется в следующем году получить гражданство Аргентины все-таки. Это возможно, да? 3-й год я уже здесь, я подался, жду. Мы ждем, да? Ждем? Ничего себе, можно за 3 года получить гражданство. Офигеть. Это Аргентина, да. Да, по родам быстрее, я вот родил, но нет, не подался. Не признали. Хочется в следующем году уже как-то из наемного найма, короче, уйти в какой-то свободный бизнес. Здесь вот. OnlyFans. Слушай, ну я работаю над этим немножечко так, да, привожу в форму свое 42-летнее тело. Вот скажи, И это любители мотивирует. такого тоже есть, ты что? Конечно, 100%. особенно, Леша, ты знаешь, что интересно смотреть не когда чувак качок, а именно его трансформацию. Это же самое... Потому что когда ты сразу такой появился, ты думаешь, что ты всю жизнь такой был. Они даже не понимают, что это произошло вот за последние там год-полтора.
У меня уже 6 И лет подписчики ждут, когда я футболку сниму на видео. И ничего. Буквально, Новый буквально год. на неделе мне написал в Гриндере мальчик, прислал свою фотографию, он потрясающе выглядит, он высокий, атлетичный, симпатичный. Ну, и он говорит, я говорю, так, что-нибудь будет или нет? Он говорит, нет, я люблю мужиков с пузом. Ты ему мой Так что Парам-парам-пам. парам-парапам. Парам-пам-пам-пам. Так что на все есть свой спрос. И даже иногда от самых абсолютно неожиданных вообще людей. Да а Я, что, кстати, есть могу, категория могу про себя медведей, сказать. алло. То же самое, как бы мне иногда нравится пузико, я не могу это объяснить. Как бы мне нравится Не, вот пусть трогать. особенно трогать, не просто смотреть, Да, вот а вот трогать, трогать. Сообщество Правда. медведя, оно огромное, так вот, если... Ну, разные бывают Вы медведи. просто туда не ныряли. Леш, вот скажи, это мотивирует, когда появляется бойфренд, когда куча секса, хочется... И это, кстати, произошло вот все за последние несколько месяцев, я это знаю, мы с тобой на эту тему не говорили, это сейчас вот мы первый раз с тобой об этом говорим, что ты просто один раз это где-то упомянул в каком-то, может, сообщении, и все, что, мол, мне даже не нужна мотивация, мне не нужны никакие программы, ничего, у меня вот это как бы сложилось, вот тут муж, тут бойфренд, тут прайд, тут лето, тут мужчины раздеваются, и все само по себе. И вот. И тут Да, спортзал. мотивация сумасшедшая, потому что, конечно, ну, аргентинцы очень симпатичные, и здесь и приезжих много, также смешения кровей очень много, и здесь культ спорта, и, соответственно, просто быть «я хороший, берите меня», то здесь уже недостаточно. Надо уже все равно конкуренция есть, и поэтому надо держать. Ну, и это мотивирует то, что люди красивые вокруг, конечно, тебе хочется соответствовать, и, ну, блин, ну, что бы вот говорить, хочется, конечно, и в кровати у себя Вот, видеть. а я говорил, конкуренция. Я же говорил. Стас, ты так на камеру наехал, ты стал еще больше. Это так смешно, так хочется у тебя уже Я ждал потискать. момента, когда сказать. Я видел тебя на беговой дорожке недавно. А я Да, сегодня кстати. уже был на тренировке. Молодец. Минуточку, что происходит? А все. Мне кто-то в комментариях написал, говорит, господи, ну сколько можно? Ты уже почему ты не можешь принять себя? Я пишу, я русский, я иду до конца. И с нами плохо. А что ты в зал-то пошел? Я не понял. А я хотел, ну вот, решил пойти. Думаю, ну что, Или я там сижу. сауны хорошие в Там зале. такие мальчики хорошенькие, пиздец, вообще. Ой, я Я же тоже сейчас временно, засматриваюсь, люблю за это спортзал. я же сейчас временно, ну, живу сейчас в Оксфорде, а тут студентов куча этих. И я смотрю, и они все такие сладенькие, такие вкусненькие. Прям либидо из-под плинтуса так одним глазом выглядывает уже. Все-таки оно где-то еще и теплится, да, там не Конечно, спрятано. есть. Либидо из-под плинтуса. Как это грустно. Как это смешно одновременно, да. Ну, хорошо. Какие темы и рубрики, вам кажется, можно еще придумать в рамках гей-чата? Вот, достаточно ли интерактива? Ну, кстати, люди, я, наверное, боятся писать комментарии. Не знаю, если они в России находятся. Что можно придумать? Игры на раздевание, например. Ну, это уже какая-то Народный другая стриптиз. площадка нужна. Ты имеешь в виду? А? Народный стриптиз? Да, завтра ой, мне так это устраивало. нравилось. Боже, так это прям было классно. Можно говорить про натуралов, про соблазнение натуралов, про реакцию натуралов. там, Боже, да! Почему мы не говорим про натуралов? Ну, натуралов, которые типа натуралы. Почему нет такой темы? Это супер. а что Там с ними- просто... Слушай, ну у меня столько опыта есть, когда парень, мужчина такой, я натурал, я только с женщинами, и все И ты такой, иначе. раз волосы, И грудь. всё. Я не женщина! Нет, У это меня, раз ты у говоришь, меня летом в Литве на пляже вот этим летом был опыт. Значит, там есть нудистский пляж в городе, в котором я живу. И, значит, пришла пара, достаточно молодой мальчик с девочкой. Вот, они удалились куда-то в дюны, я, значит, я в моей зоне видимости, и, значит, начали заниматься сексом. Ну и потом он недвусмысленно, мальчик подзывает меня, говорит, показывает, иди сюда. Ну, он красивый, она тоже хорошая, молодая, все как надо. И он говорит, если ты хочешь поиграть со мной, сначала ты должен трахнуть мою девушку. Олег А потом... восхитился. And А ты И? хочешь поиграть с ним? Я хочу. Я хотел.
И? И это Поиграл? случилось. Да. Ну, то есть вот это абсолютно натуральная пара, они пришли вместе. А это видно. Я их не первый раз, кстати, потому что я их замечал достаточно часто на этом пляже. Они уходят заниматься сексом. И вот таким образом они поймали меня. Вот. Но мне пришлось сначала поработать, конечно, с женщиной немножко, но мальчик-натурал в паре оказался уж совсем не таким натуралом. Но это было, я тебе скажу, ход, потому что, знаешь, вот такая вот одна из фантазий, таких, знаешь, для порнофильма. Но это было классно. Это был второй такой случай в моей жизни, и совершенно неожиданный. Я даже не знал, что такое со мной может произойти. Очень А главное, интересно. что не оказалось разводом, а то ты бы с ней поиграл, бы, а он такой, все, пока, и ушел. Нет, но там, знаешь, от них исходил вайп такой, что там не наебалово было, там все было серьезно. Вот. Но псевдонатуралы всегда готовы с тобой встретиться, только если будет еще типа какая-то женщина рядом. Их вот это как-то морально, Это видимо, как обычно, успокаивает. да. Ну да, есть это как такое. обычно. Или вопрос цены. У меня один мой друг, опять-таки, в Литве, он любил сидеть на стрейтовских сайтах, ну, естественно, разводить натуралов. Ну вот. Начинался аукцион. Сначала его посылали нахуй, да, он повышал сумму. В итоге ему отвечает этот натурал: окей, хорошо. То есть он посылал его нахуй, он повышал сумму, потом он спрашивает: окей, хорошо, я согласен, ты где? И он ему отвечает: а вот теперь иди ты. Вот и так. Что-то мне Так что, Якубович вспомнился с 2 шкатулками и черным ящиком, где сумму да. повышали. Дима, а ты Так бисексуал, да? Я? Да. Нет, я абсолютно 100-250% гей, но Вот я просто это было тоже такое... гей, но я вот на такую ситуацию точно готов. Но там Да, же и ты точно знаем, знаешь, какой был мне... парень. Так оно же Был- должно, извините, Да возбудиться. нормально, Знаешь, от всей этой ситуации, которая вот такая конечно. была, Само я и предложение, вы возбудился. видели, То что есть, со мной произошло просто, я взорвал. да, то есть не женщина меня привлекла, а то, что вот это вот А надо было... конфетка потом, которая висит, понимаешь, Да, и через оно 15 все минут. сработало. Первый раз мне предлагали такую ситуацию, она не получилась, потому что приезжала ко мне, не то, что приезжала на какой-то оргию, мы тоже встретились с такой парой, но просто девочка вырубилась на наркоте. Просто упала и заснула. Поэтому ничего, естественно, не произошло. Ну, такое предложение уже было. Первое не случилось, а второе вот случилось. Дима, так получается, что ты... вот лечение от гейс, просто мотивации нет нормальной, да? То есть можно и трахаться и с девушкой, была морковка впереди нормальная, да? Да нет, я тебе говорю, Или Морковку мы и тут сзади мы вообще тоже любим. придумали себе. Там Нет, совпало время, вайб и мальчик. Да, это просто все совпало. Это просто вот такое вот, знаешь, магнитные вот эти вот волны привели. Да, я иногда смотрю, конечно, стрейт-порно. Мне нравится. Я, естественно, смотрю это не Там из-за мужики женщин. получше чаще. Там мужики, ну, часто. не всегда, но Мне бывает, нравится да. больше, и хуи покруче. Так Ну, что не всегда, но натуралы, это они такое все классно, натуралы как до тех пор, разнообразие. пока они чувствуют себя in safe environment. То есть пока они в Такого этом... никто не предлагал, я уж не знаю, как бы я поступил. Возможно, я бы сделал то же Так самое. вот, Какие это твои как годы? раз Еще всё- так, вот смотри, первая тема про натуралов, видишь, как все это впечатлились. Ну, А Сколько сразу же интересного, да. перетекает и Мы причем уже заводило обсудили еще ее. то, да, заводило еще то, что это было на пляже, да, то есть еще какая-то Конечно. опасность, что тебя могут увидеть, потому что дюны там не особо высокие, это все Что тоже... ты такой нахальный, бесстыдный гей, трахаешь женщин, вообще, что это такое, что люди по тебе подумают? вот, и как Ну раз вот, перетекает второй выпуск сразу. Секс с женщинами у геев, опыт. Мы О. такое не снимаем, пожалуйста. Я отрицаю. Ну, кстати, тема эскорта тоже будет хорошо, мне понравилась тема, Просто кто-то обязательно. же, допустим, Так что- пробовал, и потом такой, нет, типа, а есть такие, кто никогда не пробовал. Ну, то есть, вот тоже же разный у всех опыт. Нет, с такой Ну да. мотивацией я готов. Да, не знаю, насколько мне, конечно, хватит, сколько раз, но у меня был секс с женщиной, да. Ну, хорошо, да, отлично. Спасибо. Даже еще третья тема, мне кажется, распущенность в сексе, что геи с каждым годом и с опытом начинают больше и больше всякого разного пробовать. Потому что, ну, типа, Да, чего? типа это правда. Буст какой-то. границы теряют, как это, барьеры, эти Зарубки, видишь, стоят, метки. кольца на дереве. Кстати, Леша, с Нет, твоими деревом татуировками назвал. в порно вообще класс, потому что у многих фетиш на порно, а во-вторых, ты запоминаешься лучше. минуты. Ой, на порно, на татуировке, а потом ты запоминаешься по татуировкам.
Между прочим, вы посмотрите, как себя ведет Марк. Ведь он же будущий продюсер в порно-студии. Все, Я он уже прям ищу молодец. себе моделей. Он молодец. Вы посмотрите, он завлекает. Ну это же супер. Я хочу уже. Он Уже Леша молодец. хочет. Мы уже все хотим. Да, Красавчик. Ты читал комментарий к выпуску про бисексуала? Кто, Марк? Да. Наверное, там, где мы с Томасом были? Ну да. Я читал. Написали слава богу за интернет, по татушкам можно быстро его найти. Как-то так. Ой, они такие наивные, они думают, что у Томаса есть фотки в интернете, ну, типа, без лица, вернее, с лицом. С И без татуировкой. одежды. Типа, он же Я, не по идиот. я такой думаю, интересно, сделал скрин, загуглил, посмотреть, что я найду, и вот ваш порно OnlyFans этот. А еще самое забавное, что это, блядь, самая распространенная, одна из распространенных татуировок. Это old school плюс 2 ласты, это, блядь, у всех есть практически. Ну, типа, у многих кто татухи делает. Поэтому это такое... Так, ну что, читаем, уважаемые подписчики. Спасибо, что оставляете комментарии. Мы вот сейчас прочитаем, так сказать, лучшие из них, самые запоминающие за последние пару месяцев. Значит, нам написала Анна Каролина. Требуйте автономную ЛГБТ по типу Ватикана. Так, и живите в своей автономии. Развивайте свою культуру, свою автономию, работайте, и хватит бастовать. Христиане вас ненавидят и пугают вами детей. Вот. Нам нужно закрытое государство. Как Я это? написал за. ей Я ответ, за. а Олег его немножечко скрыл. Что? А? Что? Что? Да не, может у него стоит эта модерация базовая от Не, YouTube. почему? Это видно, это публичный комментарий. Тувикс Да, это говорит. видно, видно. Я ответ ей написал. Это не я не скрываю, это он Нет? фильтрует Это Он до YouTube. сих пор висит. Ответ один типа есть, а его невозможно прочитать. А ты хуйню какую-то, наверное, написал, я не знаю почему, Стас знает. Я написал, Там- что стукнись головой об стену, там разъеби себе головушку. Ну, что-то такое. Да, YouTube. Удивительно. Нет, там Я же она некоторые- заблочила. Об стену головой, блядь. там Нам некоторые- автономию, блядь, найти Там надо. некоторые комментарии улетают в отдельную папку, и тебе нужно зайти и его либо одобрить, Я либо нет. от нее, я туда заходил, да. Ну, чуть кстати, если я не ошибает память, не изменяет память, в Лос-Анджелесе хотели сделать какой-то город, создать. Этот, видимо. Палм-Спринг, А как Да, они проверяют? Калифорния. Да. Палм-Спринг, Калифорния, Калифорния существует. Я об этом Какой вообще город? думаю уже И там лет прям 15. геи, что ли, живут? Там эгегеи. Ты Как не они был, будут Дима? Нам нужно проверять Я не вашу был. Я тоже не был. ориентацию? Я А? не был. Как будут гражданство давать? Нужно, я не знаю, пройти вместо собеседования, гимна и прочее, не знаю, анально, орально и... И анально, и орально, да. Подтверждение, естественно. Тест Сан-Диего это на гей. гражданство. А потом туда процедура- набежит натуралов и станет обыкновенным государством. опять Да, современным. вы же понимаете, была же такая штука, что там, где Была. селятся геи, типа как бы лучше становится, и потом эти районы как Хорошо. бы заполняют натуралы. Была какая-то такая штука, Да. исследование или что? Я согласен. Я вообще об Поэтому. этом думаю уже давным-давно, Так и лет есть. 15 клянусь, что типа вот какой-нибудь миллионер бы подарил бы нам остров, и мы бы там себе быстро бы сделали городок. Гейленд называлась бы страна, например. О, И там В был бы течение самый- недели все друг с другом перетрахались бы, всем бы надоело, и все поехали бы на другие острова искать новых приключений. Не, ну знаешь, что это прям Ну, очень много. Это всех Нет, этих- но оно... Почему? Туда люди приезжают, геи приезжают как на вакейшн, на отдых. Знаете, такая виза с радугой вот так вклеивается в паспорта. Ну, И типа там был того. бы- Я всегда думал, что жесткий закон. Все, кто хуястые, строго активы. Иначе прям вот депортация с острова. Нет, ну ты чего? Не, ну пусть будет как будет. Тебя нужно в ужас. мэры. Ты в мэры. уже ты на правую сторону становишься в нашем Первая государстве. леди. Встречайте. Буду президент К. Так, еще у нас, значит, комментарий. Это к видео про, когда Марк был со своим бойфрендом, и они говорили про закрытые отношения. Вот нам пишут: почему на этом канале всегда навязывают открытые отношения? Даже моногамные паре начали говорить: а давай попробуем сделать их открытыми. Вы сами не видите, что мерзость полную творите, или сами не можете быть верным партнеру, то надо и другим это навязать. Дима, это нам с тобой огород в А камень. мне есть, кстати, Ой, что ответить. Да, Давай. да, Давай.
Первое. Верность у каждого понятия разное, поэтому этот чел пытается распространять понятие верности свое на других. А второе, это то, что мы с Томасом начали думать о том, чтобы попробовать разнообразить нашу жизнь. В прошлом Вот он что выпуске гейчат-то делает со всеми. Мы планировали, на самом деле, в отпуске, когда были, кого-то найти, но мы были в таком тихом городке, что там было сложно. Но, может быть, в следующем году, может, мне получится. кажется, Надо. что у вас в прошлом выпуске Легко. было категорически противоположное вообще мнение. Ну, Время Время не год все идет. меняется. вкратце Команд. скажу, что Целый просто месяц у Томаса прошел. к этому сложное отношение, у меня попроще. И мы пока что договорились на том, что Тома... Ну, короче, что это должно больше идти в сторону Томаса. То есть должен быть тот, Его кто ему стороны. нравится и Мгм. прочее, да. Да, ты подстраиваешься. А меня как меньше можно касаться и трогать. Ну, вы поняли, короче. Да. Ну, мне Ну, такая кажется, идея. самое А главное, вам нужно обязательно проговорить очень строго все правила и ни в коем случае их не нарушать, потому что Подожди. на этом пути бывает, что люди спотыкаются, Нормально. Мы именно когда они еще к оставим... этому не готовы. Мы именно Но оставим видите, Олег, что вы натворили с Димой, да? Развратили, навязали. с вот этим Димой. Он уже был развратный, еще когда я не родился. Томаса мне развратили, меня тоже. Все, мы здесь По для того... комментарию. А по комментарию, да. Мы оставим как раз на запятой, ребят, вы видите, почему нельзя пропускать ни один этот самый эфир гей-чата. Тут все происходит прямо на ваших глазах. Дом 2 практически. Еще один комментарий под тем же видео, где был Марк и Томас, значит, что Олег видно... Олег, видно, как наезжает на пару, лучше бы искал мужа и не прятался за полигамией. И Стасу перевел свое желание Тома, пуская слюни на него. Что? Стас Ну, пускал там был слюни такой на него. комментарий. Нет, там был комментарий, что Олег меня пытался уличить в том, что я сижу, пускаю слюни, чего не было. И пишет, что зачем ты мне навязываешь свои слюни, об меня вытирай. Месяц назад мы написали. Хочу увидеть Милану Петрову в выпуске. У меня вопрос к вам. А что с ней делать? С Она же Миланой Петровой? девушка. Но дело не в Сюрпризом. этом. У нее год секса не было. Она говорит, я в Аргентине сижу, в Буэнос-Айресе, у меня было 2 свидания, и все. И... Про Милану Петрову. Я отправлял запрос на совместное видео. 100 000 рублей стоит с ней совместное видео. А чё так дешево? Сколько это, $1000? Ну, типа того. Но это было там несколько лет назад, не знаю, насколько сегодня. Слушай, Ну, во-первых, дешевле, потому что она как бы на Ютубе не очень сейчас и популярна. вообще я думаю, что из всего видимо, того, что сейчас такое. происходит, не так много людей, желающих мне какие-то коллаборации записывать. Вот. Слушай, что? но Ну она хорошо, достаточно токсичная, о понимаете, в чем с ней этом... говорить? На какой, вот кто нам написан? Алан Райт. О Я чем с ней думаю, что в говорить? этом был бы прикол, что вот токсичная, кого-то бы она раздражала, и тут был бы срач, и все любят такое смотреть, все как бы Наверное, Ну вот, наверное. понятно. кстати, мне кажется, что как будто бы ни одного срача за историю гей-чата не было в эфире. Вот, Ну, еще были одна тема, предпосылки. посраться. Да, надо написать сценарий, драму, понимаете? Ну, я не буду ведущим этого мероприятия, но почему нет? Пожалуйста. Будешь в сторонке наблюдать. Ну, было немножко, когда там ребята душнили по поводу там переездов, еще что-то было такое. Нет, у В нас мае было про месяце? каминг-аут, но, к сожалению, это оказалось вне кадра. Мы только остановили запись, и вот начали это обсуждать, и у нас немножко разногласия там возникли. О, да. Так, ну вот еще. Я послушал ваши разговоры, не обижайтесь, но вы ищете любовь, секс. Это животный инстинкт и ненадолго. И еще есть опасность заболеть. Потому, парни, кто читает и смотрит, не делайте так много ошибок. Время уходит. Дайте в отношениях шанс проявить себя со временем. И не только любовь будет, но и уважение. И чаще смотрите со стороны на себя. Всю жизнь ходить по клубам далеко не из дискотеки, алкоголь тоже надоест. Вот. Ты вот Развратные мы. Вердила, блядь,
да, вот какой-то такой душный, пылью вот такой. Чел еще не знает, что изобрели Антиквариатом антибиотики и препы. Спасибо вам, что вы так много пишете. Я все читаю, я пытаюсь как отвечать. Ну как можно на это ответить, друзья? Нафталиновый какой-то коммент. Это жесть Нет, ну какая-то. как, можно ответить очень просто, ну а ты попробуй. Вот. Все это. Протянуть руку вперед, ребята, давайте, конечно. При том, Если- что никто же не Можно заставляет ещё- его. Типа, пускай сидит, пердит в своей квартире, я не знаю. Да люди по-другому развлекаются. В чем проблема, вообще не понимаю. А еще один комментарий. Вот реально вы именно Нет, не просто про людей... вопросы здоровья. Да. Да. Вопросы здоровья, просто, можно сказать, нужно заниматься сексом с головой, а не просто с головкой, поэтому... Вот, так это нас, понимаете? Еще один комментарий. Вот реально вы именно не людей видите, а ищете мясо. И правильное слово – это мясо посвежее и так без остановки. Вот, мы мясники. Кто там говорит, вы вегетарианцы? Ну, Нет. я вот вегетарианец, мне хотелось такого бы мяса во рту подержать, понимаешь? Ну так держи же, нет? Только не животное, так сказать, а человеческое. Такой, Ну, по факту так и есть. Мы когда хотим вот просто какого-то сношения, мы ищем мясо. Нам же не важны там какие-то... Так у меня вопрос, а у натуралов типа по-другому происходит? Просто, понимаете, я типа 5 лет работал вот в натуральской компании, мы ездили Да. на съемки, ну не порно-съемки, другие. И тупо мужская компания. И вы понимаете, что просто смотрит чел в окно и постоянно, о, какая жопа, о, какая юбка. И типа я сижу и думаю, охуеть, так а ты чем отличаешься от гея, который смотрит на парня? Ты такое же животное. В чем, блядь, проблема? Но 100%. проблема завидуют тому, что у них этот процесс занимает гораздо больше времени, усилий и денег, чем у нас. Это элементарная зависть для того, чтобы погнаться за этой юбкой или жопой. Ему нужно будет потратить и нервы, и деньги, и кучу мозгоебства перетерпеть. А вот и все. А здесь все у нас гораздо проще, поэтому, наверное. 3 раза своди в ресторан, погуляй. Да, там, потом еще не факт, что да. Ходила вот это вот, да. Вот связная. я когда Секс говорю... оказался говном, блядь. В Когда я итоге. говорю вот то же самое натуралам, некоторые сейчас со мной не соглашаются, что времена чуть-чуть поменялись, и девушки стали по-другому относиться к сексу, что там еще непонятно, кто кого иногда снимает. То есть немножко тоже это поменялось. Это не как вот раньше, что как вот 3 свидания. Конечно, есть такие, с которыми так надо, ну и есть такие, которые не сильно заморачиваются, и можно пойти там их в клубе, и она тебя сама снимет и поведет. Может, они просто боятся, что их рассматривают как мясо, понимаете? Они же смотрят на девушек как мясо и проецируют это на себя. И такие, боже, нас... Я личность, я не только член. Еще против того, чтобы говорить про мясо, потому что вот если заниматься сексом, то вот с животным, значит вот мясо там. Вы прям в продолжение, да, вот как раз комментарий последний. Человек – социальное животное. Ему очень социальное животное. Ему очень важно знать, что его кто-то любит и ждет. Пока есть родители, они тебя любят. Кроме них нужен кто-то, в идеале, любимый человек. Либо животное, собачка, кошка или хомячок. Вот, и ты уже вроде бы как и не один, и тебя любят, ждут и греют душу. Вот. Как будто комментарий Екатерина Шульман писала. Человек – социальное животное. Ну а почему бы на какой-нибудь ночью не почувствовать себя животным и пойти искать себе хозяина? Да. Слушайте, а еще вот такая рубрика в проброс. А кого позвать в следующем году? Как вы, есть у вас какие-то такие геи, ну не типа Сергей Лазарев, а вот какие-то такие вот... Сергей Лазарев гей? Алло. Алло. Да, кого вы знаете, вот кого, ну вот про Петрову, это самое главное сказали. Нет, ну вот кого бы можно было позвать? У меня есть прекрасные трансушки. Ну, типа, это больше какая-то женская, наверное. Ну, Подожди, ФТМ. FTM. FTM, ну, прикольно. Да. То есть О, девушка, прикольно. она вебкамщица, ну, типа, она переехала из России недавно в Сербию, Так и это она очень мужчина сейчас классная. или женщина? Она Не, женщина. На Нет, самом ФТМ деле, как раз мы же хотели мужчина. это делать, такую тему. Мы Мы хотели Мы делать такую хотели, тему. да. Я но могу, мы ее герой. зовут Ева, у нее, типа, очень популярная вебкамщица, и что еще хотел сказать?
Ну, про органы она свои, наверное, сама расскажет, если вы будете Да, спрашивать, не да. знаю. О, Ну прикольно. вот. Я бы хотел именно с ФТМ еще, что ФТМ это же именно когда он выглядит как парень, прям Да, парень. А, именно. ну, да, я не да, про это, я да, не про это. да, Там да. наоборот, девушка выглядит как Интересно, девушка. Паша. А, парень выглядит как девушка. Значит, это парень выглядит как M2F. МТФ тогда, да. Да, Да. MTF. Да. Ну, в принципе, и так можно. Слушайте, я смотрел недавно, знаете, наверное, кто-нибудь знает Эдуарда Бурмистрова? Да. Да, конечно. Я смотрел с ним интервью, и он так за 1,5 часа и не сказал про свою... Сказал, А что, он в интервью сказал, что у озвучил? него была девушка, у него были отношения, что он не гей. Что это было абсолютно как-то, в Такой ходе разговора. В врунишка! ходе разговора совершенно понятно. Его задницу! Кто ближе всех к Нидерландам находится, пожалуйста, подъедьте на студию и, так сказать, покажите ему, где раки зимуют. Даже Лобков признался уже, Ну? хоть на Путина работал. Ну? Вообще. Лобков, Короче, журналист, будем- который вот этот вот... Какой Лобков? Лобков, который такой лысый, в очочках, низенький, его там скандал еще какой-то у него был. 20 лет назад он уже признался, ты А вспомнил. меня еще тогда не было. Не родился. Ну, или поэтому- сколько не было там. Это второй камин специально для Марка, да. Да. Ой, ребят, в общем, Но- кого-нибудь позовем. Да. У меня есть мой любимый комментарий, на самом деле, в Давай. нашем видео, где там, я, кстати, не помню, кто писал, мужчина или женщина, где, а вы не могли бы найти симпатичного ведущего, чтобы был, типа, там, какой-то там спортивный, в коротких шортиках, что-то там туда-сюда, думаю... Алло. Так это какой вы- кадр вы надо вообще сделать, гол- чтобы шортики Мы влезли? вообще тут голые сидим, Я, ребят, вам показать? кстати, сегодня приготовился для этого. О, как он готовится. Что, ничего не видно. Завис, Дима. Ничего не видно? Ну, это еще не такие коротенькие. Для выпуска, мне кажется, аутдор всякие встречи. Что-что? Аутдор всякие встречи, мне кажется, тоже тема. Вот эти всякие снифис и прочее всякое. Вот это Кстати, в ерунда. Европе снифис появился наконец-то. Слава В богу. Лондоне Да, тоже. И ну, тут welcome. Ой, еще альтернатива появилась. Снифис, еще второй как-то... А еще многие геи уходят с Твиттера на Blue Sky. Слышали про это? Нет. Да. Вот, А там кстати. тоже порно разрешили публиковать? Да, на Blue Sky. Да, А Но у еще них можно- приложения нету, да? есть уже. Уже есть? Я Мгм. смотрел просто, когда не так давно не было. С бывшими можно какое-нибудь видео снять. У меня уже есть и бывший. У меня Поэтому... есть бывший в Нью-Йорке, в Майами. Вот. 2 в Нью-Йорке, 1 в Майами, да. А у тебя они бывший где русскоговорящие? находится, Леш? В Буэнос-Айресе он может рядом сесть. У тебя есть и муж, и бывший, и бойфренд. Ну вот муж, Митя, это который уже бывший. Ну, то есть он официальный, мы как бы остались друзьями, но Да, он ну уже давай, как бы, давай. да. Да, типа про отношения. Сколько вы лет вместе были, есть? Мы были 3,5. 2,5, не так много, да. Окей. Не так много. Да. Кстати, я нашел пару, которая которые вроде как в моногамных отношениях, я свечку не держал, которые прям согласились, ну, в смысле, говорят, да, мы придем, мы в моногамных отношениях много лет, и расскажем, что как. Я говорю, ну, давайте. Вы такие редкие кузнечики. Давайте еще с парами какими-нибудь иностранными. Ну вот, например, мой Переводов? аргентинец, твой кто-нибудь, там у тебя кто-нибудь еще тоже есть, который не русскоговорящий. Ну, А знаете, это Ренат Давлетгильдиев, знаете такого? Да. Вот, кто знает. Хороший мальчик. Ренат, мы тебя зовем. Он такие все время перлы выдает. Его там про новости спрашивают, а он там про хуи, да? Про порно вообще. Очень прикольно, да. а этот стендапер, может, ему написать, который... Как его зовут-то? Который камин-аут сделал на сцене. Да, ну вот он был Который женским. андрогинный, Долгополов? Нет. У Нет, которого он был, программа «Жизнь Пи» называется, да? Я не помню, правда, фамилию его. Белорус, который. Да. О, Он, кстати, которого муж прикольный. из Украины. Женя Евгений Бороденко. О, Нет, Женя Бороденко Нет, это нет, не Паша стендапер. Залуцкий. Паша Паша Залуцкий, все Залуцкий, верно. Да, Паша Залуцкий. белорус? Он Он белорус. да, он белорус. Вот Женя понимаете, мне Бороденко. превью открыла, и я просто такой, да он гей.
А он и не скрывает. Он как будто типа, ну, приглашает. Женя Бороденко, он русский, и А. он же летал в Данию, выходил замуж, Да, и он да. выходил замуж за нашего знакомого из моего родного города. Видишь, как тесен По мир. его видео. Они до сих пор вместе, кстати. Блин, вот у нас сплетни Мне пошли. кажется, нет. Нет, по-моему, они разошлись, но он, конечно, Бороденко не пойдет никуда ничего говорить. Вот Ну, еще тема сплетни. Гейские сплетни Вот. сидите, весь выпуск. Подожди, а сплетни вообще или какие? Потому что я думал про звездные сплетни, но мне кажется, их и так все перетирают, с одной стороны. С другой стороны, я толком ничего не знаю. А почему бы нам не перетереть какие-нибудь сплетни? Да. Я думаю, надо сделать обязательно. Я вот... Панина надо позвать. А он согласится, ты чё? А? Да Он я не думаю. согласится. Согласится? Мне кажется, да. Мы Ну, не, он потом же не знаем, за как... За Нифига деньги, себе. да. За деньги, да. Не, ну надо О. найти тех, кто уехал, правильно? Те, кто в Ну, РФ. Панин Он в уехал. Испании Он же живет. уехал. А, Панин он уехал, он уехал. был какое-то время в Испании, а сейчас он в Америке где-то живет. фух. Я щас Блин, я скажу. столько белорусских политиков знаю, которые геи, но скрываются, и это так бесит. Ну, можно посплетничать. Павел Латушка, Вообще, я да. обращаюсь к тебе. Аутинг — это плохо. Вот именно. Я тоже все время про это вспоминаю и не знаю, что с этим делать. Ну, то есть, как бы, а смысл мы их обсуждаем, мы же не знаем. Слушайте, ну просто понимаете, политика касается нашей жизни, и когда люди, которые, сейчас скажу грустную мысль, которые за традиционные ценности, а сами ночью мальчиков все заказывают и ебутся под чем-нибудь, это, я считаю, лицемерие, и таких людей не жалко. Так не только в Беларуси. Три таких человека из власти в Литве прошли через мою жизнь таким же образом. Вот. Но я Вызывали. не смог бы сделать аутинг, да, но там это лишний раз Они все доказывает семьи то, по-другому что не Я, объяснить. Антон они Крынцов, все, да, самые ярые Я. гомофобы, они абсолютно латентные, все там даже не о чем ну, говорить. конечно, они просто строят Но карьеру на этом. лицемерие это да. Но я делал ему, конечно, аутинг, он просто попался на другом, и я думаю, что карма is a bitch. Как бы все вернулось на круги своя. Ну, и А, же ты про Красовского говорил? Так он в Хорнете Я? сидит открыто. Так Нет, он- я а не как он живет вообще я в говорил России про сейчас? не про А Россию. владельцы Не, я про центральной станции Стаса. в Корнете нашли и что-то с ним сделали. Вы слышали этот бред? Про Кого? Красовского? Нет, владельцы центральной станции. Ну да, 3 дня назад. не 3 дня назад это было, чуть-чуть подольше, но я думаю, что это специально, потому что сейчас там дело шьют, и поэтому... Как вот так взяли и странно Блядь. резко нашли? А я не понимаю, это надо... Ой, вот, зашли в Корнет, зарегистрировались, чтобы его найти. Ну, в А смысле, ты а знаешь, чё вы сколько там трогаете? ментов сейчас сидит? Они же что, себе нельзя просто дела рисуют, чтобы, ну, типа, закрывать свои табеля. И оказались в том же районе, Как чтобы они найти его именно. Да, ходили за ним, ну, то есть, даже я не знаю, Да. кто владелец и где он Я живет. вообще считаю, что эту же Бред полный. страницу создали сами же полицейские, и сами же типа ее нашли. Чтобы Да. Боже, вы сейчас Его проходите вот эту херню, которую мы в Беларуси проходили еще лет 5-10 назад. У нас менты Ну, постоянно это в не мы, Корнете правда, мы там сидели. в той стране, да, но это А полный. вы немножко отстаете. Это не мы, это они, да. Ну, Мы они, да. здесь. Фух, ребят, ну что, с наступающим Новым годом всех. Год кого наступает? Кто-нибудь знает? Кстати, Нет. нет. Никто и не знает, да, и никто не следит, потому что здесь это не это самое, да. Сейчас Вот. прям погуглим, подожди. Всем зимние, настоящие зимы, неважно как и где вы встретите. зеленые деревянные змеи. Зеленый деревянный змеи. Вот так вот. Вот так вот. Что бы это ни значило, между прочим. А чей это год? Может быть, это чей-то год из нас, нет? Я лошадь белая. Нет. Я лошадь белая. Я обезьяна. Подожди, а кто еще Подожди. такое? У нас сколько разница? В 24 года или 12 или 0? А я не знаю. Мне 46. Значит, 12. Нифига себе, 12. как ты круто выглядишь в Да. своем возрасте. Ой, а Дима секси. У меня все эти работы заканчиваются. Вау. А Дима секси. А Нет. куда подписываться на Диму, кроме живого журнала? А ты колешь ботекс? Подожди. Скажи. Блядь, подожди, пусть он сначала ссылки даст. Не, ну давайте самое простое, это Инстаграм Шапил, SHAPIL. Мы Там меня напишем. проще всего найти, да. Так. Вообще, Всё. лысые бородачи всегда секси, мне кажется, были. И Ну, вот, ты понимаешь, он еще и подтянутый, то есть тут как бы конституция тела, извините меня. я падки на мордочке. То есть можно не бояться потерять шевелюру, да?
Главное, Ну, чтобы абсолютно можно не Смотря кому. бояться. У меня были длинные волосы, и я стал волосы терять не так уж давно. Я тебе скажу, у меня не было вообще никакого напряга по этому поводу, никакого комплекса абсолютно. внимание И внимание зашкаливало. И зашкаливает. То есть я вниманием не обделен, я получаю его сейчас гораздо больше, чем с волосами. Поэтому вот нечего бояться абсолютно. Так, И девушка, если у меня некоторые где? друзья ездят на пересадки волос, то я не чувствую, что мне это нужно, потому что я Но просто ты этого не ездишь хочу. без пересадок. Зато, да, зато как удобно, это как экономия времени, это Это Вот, экономия, хотел наверное, вопрос задать самый парикмахерских, да, да. стереотипный. Моешь голову Да. или постираешь салфеткой? Блядь, Конечно, я тоже могут. подстригся здесь, вы видели? О, вот он что в шапке. Это Класс. кайфово. Да. Ну, салфетка или как? Нет, никаких салфеток. И сидит грустный Марк. Бритьё головы. Не, все круто, все круто. Бальзамы, маски, А вот выпрямление, все такие плойки. разные. Это прикольно. ад. Я когда у меня волосы отросли, я думал, что я умру. Для меня мыть голову — это пытка. Женщины, как вы с этим живете всю жизнь? Это пиздец. Блин, Я ребята, вообще не 46 понимаю. лет, посмотрите на Диму. У нас были участники там в этом же, не в этом же, моложе, говорит, ну, мне уже 40. Я такой, блядь, ну это пиздец. Ну как вообще вас... А тут надежда, да, еще остается, просыпается. Ну да. Я, кстати, Дима, почти так ты 45. ботокс используешь или нет? Так вопрос, значит, про ботокс. Да, я делал это 2 раза. Последний раз я делал это год назад почти. И, в общем, я сделал только 2 процедуры с разницей где-то примерно в 12 месяцев и только в лоб, больше никуда. Других никаких инъекций у меня нет. И как тебе эффект? Ну, вот Потрясающе. лицо. Ну просто типа у тебя эффект появился вот сейчас, который, или нет? Да, особо? и Нет, у него нет, сразу я- и фигура, и член увеличился, у него сразу все пошло, ты понимаешь, с этих 2 уколов. Нет, Распрямилась. что-то смотри, лицо не поменялось совершенно, это просто предотвращает преобразование у тебя Вообще. гармошки здесь, вот и все, и ничего больше. Я не делал ни Локально, глазами, Ну ни- все, да, я собрался с конкретно мыслями, это я зона. иду колоть ботокс. А заебали. тебе-то в какое место? Ну слушай, надо начинать с молоду, пока еще не появилось, понимаешь? Нет, Не надо надо. начинать тогда, когда что-то первое появляется. А Первый раз я микрофон сделал, включи. когда мне было 44 года, то есть вот 2 года только. Ну кайф. Ну ты вообще Я, на свой возраст не кстати, выглядишь. не колю совсем. У тебя не от природы хорошо. получается, да? Но Хотел мне бы- 45, у меня ничего нету, да. И я просто не пользуюсь лбом активно. Нет, просто знаешь, когда вот есть волосы, то морщины на лбу не выглядят так заметно, именно только по Может этой быть, да. причине. Леш, сколько тебе лет? 42. Блин, вообще крутец, у нас такие это Нет, самое, ой, что-нибудь вообще есть? лучшие люди. Да. Нашего Ребят, союза. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что имели много веселья. Увидимся уже с вами в следующем году, наступившем, наверное, или наступающем. Вот, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ребят. И все ссылочки вы увидите в описании. Мы с вами скоро увидимся, будет также жарко. Всем хорошего дня и до встречи в очередных выпусках. Пока! Новым годом! Пока-пока!